1080p, 30 fps, фронталка Redmi Note 10S. Вот так она отрабатывает в идеальных условиях обстановки. Да, в начало ролика я такое ставить не буду. Нет, я не хочу сказать, что она работает плохо, но на данный момент она жутко лагает. Я не знаю почему. Скорее всего, все допилит, потому что если брать свет, допустим, здесь намного лучше, чем у тех же Realme, но если брать картинку, она фризит просто жутко, я не знаю почему. 17 тысяч заказов только с одного лота в одном магазине. И это без обзоров и рекламы, которой в этот раз у Xiaomi-тов не было. Стерео на борту, вес минимальный, внешний вид топовый и максимально популярный на данный момент. Один из братьев-близнецов от Xiaomi-тов. Что Poco F3, что Redmi Note 10 Pro и Redmi 10S в руке практически не отличить, а тем более в чехле. Но в отличие от своих собратьев, в версию 10S завезли штатный DC-диминг, который при этом еще и работает. Картинка с камеры на данный момент даже в стоке лучше, чем у конкурентов от Realme, конкретно Realme 8. Разумеется, есть мини-джек, есть ИК-порт, телефон самых минимальных габаритов в линейке, фронталка лучше обычного Redmi, 332 тысячи попугаев в Antutu он выбивает, ожидаемый тротлинг есть, хорошо ловит спутники, в наличии места под две физические сим-карты и карту памяти. NFC-модуль для оплаты завезли, и он, разумеется, работает, хотя есть не во всех версиях. Перед покупкой стоит смотреть. Смысл в этих новинках лично я вижу, и в конце я расскажу, какой именно. Но то, что они допиливают одну и ту же модель под разные сегменты рынка, это факт. Что купить за $160, по моему мнению, обязательно скажу в конце. И вроде бы даже у Xiaomi начало получаться, хотя оболочка мне их все равно не особо нравится. Tube 844, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, мои обзоры только быстрые и емкие. В аппарате ищу в первую очередь недостатки, достоинства, я уверен, что помогут вам найти продавцы. А теперь основное про Redmi Note 10S. Такая вот золотая середина между версией Redmi Note 10 Pro и обычным Redmi Note 10. Комплект: зарядка на 33 Вт, кабель для зарядки, чехол, который сразу захочется поменять, скрепка, документация и телефон. На телефоне подозрительно качественная заводская защитная пленка с хорошим таким олеофобным покрытием. Прямо непривычно для Xiaomi. По самому аппарату рамка пластик, крышка пластик, серебряная окантовка вокруг камеры, так же как у версии Redmi Note 10 Pro. Слот для сим-карт прорезинен, в него помещаются две сим-карты и карта памяти. Заявленной влагозащиты нет. Вес по минимуму всего 179 граммов. И да, я в курсе, что это практически реплика Realme 8, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. И Xiaomi местами даже с процессором поработали лучше, а местами хуже. Стабильности и нагрева у Redmi больше, но есть другие плюшки, которыми они вывозят. Заявленной защиты от влаги, повторяюсь, нет. Но то, что слот прорезинен, это уже хорошо. Экран. Все спеки вы видите на экране, главное в них DC-диминг. И с этим они очень даже молодцы. Экран слегка краснит. Это, конечно, лучше, чем желтит, но тоже неприятно. Калибровка это дело не вывозится. Большинство это дело не заметит. Да и с белым светом здесь что-то не то, но это все придирки. Защита Gorilla Glass 3 версии старая, но добрая. Приятно, что AMOLED, неприятно, что только 60 Гц. DC-диминг с шимом справляется отлично, и хотя максимальная яркость всего 550 кандел на метр квадратный, даже при прямом солнечном свете использовать телефон очень даже комфортно. Удивительно, но комфортно. Откровенно расстроил большой подбородок, но кто в этом сегменте без подобного греха? Разрешение 2400 на 1080 точек, что максимально стандартно для Redmi. Мне экран лично понравился, логично, что AMOLED. По мощностям: стандартная оперативка на 6 гигабайт, LPDDR4X, чипсет МТК с древним 12-нанометровым техпроцессом. Тротлинг печалит везде и всегда, но в отличие от Redmi Note 8 Pro, в котором пробовали его прошлую версию, аппарат прямо в стоке потребен, не глючит и не перегревается. В танке на максималках легкие фризы начинаются уже после 10-й минуты игры, хотя возможно это оптимизация, а не сам девайс. А в Genshin Impact даже на минимальных настройках микролагов прилично, но играть можно. Просадки FPS не критичны. Если даже предположить, что Xiaomi не будет ничего допиливать, играть на смартфоне можно. Скажем так, возможности
соответствуют ценнику. Все результаты бенчмарков вы видите. Очень все близко в этой линейке. А главное, греется мобильник уже привычно. Приучили меня Xiaomi к аппаратам-печкам. Притом в стресс-тесте Antutu аппарат вел себя волшебно. Мало того, что он его прошел с первого раза, так еще и результаты не самые ужасные. Но на тротлинг-тесте корпус телефона прогревался аж до 43 градусов. Буду надеяться, что со временем это либо допилит, либо это дело его не убьет. Модуль GPS работает шустро. Интересное дело с памятью UFS 2.2, которая по идее данным процессором не поддерживается. Это вопрос, как они что сделали, но по факту цифры показывают, что все нормально. Разумеется, Bluetooth и Wi-Fi на борту, как и инфракрасный порт с мини-джеком. По аккумулятору он здесь на 5000 мАч и просаживается он со следующей скоростью. За 30 минут игры в танки на максималках, на максимальной яркости, через мобильную сеть он у меня съел 13% заряда. На тротлинг-тесте с сотней потоков за полчаса телефон скушал 12%. На минимальной яркости можно YouTube гонять все 20 часов, но я смотрю в экран только на максимальной яркости. Заряжается телефон с 0 до сотки за 1 час 15 минут родной зарядкой. На день использования, если не играть постоянно, вам телефона хватит однозначно. Датчик освещенности также маньячит, как и во всех Realme. Это наша ультразвуковая радость. Но, как многие говорят, я телефон использую только вертикально. Горизонтально пока фиксироваться не планирую. Камера на 64 мегапикселя по фото Realme снимает на данный момент лучше. Но лучше показать, чем говорить. Тем более я знаю очень мало людей, которые используют камеру телефона со штатива, ожидая хорошего освещения. Без ветра и спонтанно. Видео, во всяком случае, по мне однозначно лучше у Redmi. Вот вам пример работы камеры. Максимально классический тест Redmi Note 10S, Муринский парк и съемка с двух рук максимально аккуратно. Если плавно водить, все равно фризы даже на камере видны. Возможно, при перекидывании на компьютер будет картинка лучше, но на данный момент я бы сказал, что все жутко лагает. Хотя, опять же, с цветами все хорошо. Использую увеличение максимум на X6. И снова здесь немного, но лучше, чем в Realme 8. Что не скажешь о процессоре, правда? Видели уже тротлинг. Вот так примерно она будет снимать в 4К 30 FPS. Так снимать она будет в движении с одной руки. И это все еще съемка 4К 30 FPS с двух рук. Вот так она будет снимать какие-нибудь объекты, если вы решите для блогинга, допустим, снимать кроссовки. 1080p 60 FPS, спуск с стабилизацией. И это у нас Redmi Note 10S. Скорость вы примерно представляете. Ветер довольно сильный. Снимает в этих условиях он, я считаю, что относительно неплохо. Даже можно уток посмотреть, в принципе, с такой-то картинкой, правда? Это, если что, я держу одной рукой. До утки мы дошли. Утка решила убежать, но у нас есть X6, которая, в принципе, очень сильно уничтожает картинку. Лучше уж так. И потом с кропом, правда? Вот такие утки здесь гуляют. 4К 30 FPS, тест автофокуса у Redmi Note 10S. И пока он даже не собирается переключаться никуда. Вот это если помогать пальцем. Это, скажем так, уже ручной автофокус. 1080p 30 FPS автофокус, и на 1080p 30 FPS автофокус работает просто великолепно. Как вы заметили, на 4К автофокус работать не хотел. 1080p 60 FPS, ночь, и данную съемку даже нет смысла оценивать, потому что я не знаю, куда это дело можно вставлять. Вот так снимают бюджетники. Да и флагманы особо сильно не отличаются качеством картинки, если вы будете снимать видео в таких условиях обстановки. Ночная съемка ужасна, смысла даже нет сравнивать или вставлять примеры. Звук громко, стерео. Не супер уровня, но сносно для игр или фильмов. Вибра есть, еще и 3 уровня. На максималке слона разбудит. Но по ощущениям вибра стало хуже. Прям дешманское оно, как в Realme 8. Разблокировка по лицу, как и по отпечатку пальца, работает отлично и быстро. Люфт у кнопок минимальный. Always on Display включается только на 10 секунд. Минусы 60 Гц. Камера требует прямых рук и доработки. Нет
поддержки 5G и не будет. В 4К 30 FPS печаль с автофокусом, но вы уже заметили. Нет индикатора уведомлений, не ясно, что за печаль с тестом в Geekbench 5. Теперь кратко, сравнение с Realme 8. Оболочка лично для меня лучше у Realme, как и устойчивость к нагрузкам. Realme лучше по камере и востребованности, опять же по фото, не по видео. Кто кого копировал, мне лично не важно. Важно только, что они прямо как однояйцевые близнецы, только в разной одежде. Какая оболочка больше заходит и что дешевле найдешь, то и бери. Хотя Realme в этой паре дешевле, значительно дешевле. И здесь возникает серьезный вопрос. Это Xiaomi топ за свои деньги или уже кто-то другой? Цена по ссылке в описании к видео от $179. Но только не для стран СНГ. На страны СНГ промокод пока не распространяется. Если вам нужен хороший девайс от Xiaomi до $170, сегодня я себе такой купил. Сейчас как раз идет на него сейл. Ссылку на него, как и на рабочий промокод, можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Девайсы, правда, интересные. Резюмирую, советую. DC-диминг и ценник, конечно, решает. Плюс аппаратов Xiaomi, их можно посмотреть везде. Решить, нравятся они тебе или нет, а потом купить дешевле на Алиэкспрессе. Завтра обзор будет либо на Mi Band 6, либо на новые кроссовки от Xiaomi. Кроссовки мне прям люто зашли. Пишем, что вам будет интереснее в комментариях, на то и сделаю обзор первым. Ну и интересно ли вам будет прожарка Redmi Note 10S на стриме? Или все это уже прошли, или будем идти дальше и тестировать еще телефоны? Если да, то пишите, сделаю. Спасибо за просмотр, девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.